В конце апреля всеми нами горячо любимого 2020 года экраны наших мониторов и телевизоров посетило продолжение легендарной серии битэмапов 90-х Streets of Rage 4 или Bare Knuckle для японского рынка. Все те, кто был заинтересован в этой игре, давно ее уже купили и поиграли, а цель этого видео не в сотворении очередного обзора, прохождения или истории серии, а в небольшой демонстрации, в каком виде в данный момент вы можете приобрести эту игру на носителях. Как вы, возможно, догадались, за кадром с вами Cyberlinks, тот сумасшедший человек, который во времена облачных и стриминговых сервисов по-прежнему топит за физические носители. А на столе у нас 3 наиболее доступных варианта этой игры для актуальных на момент выпуска видео платформ. Говоря про доступность, я подразумеваю все же мировой рынок, так как, например, в моих пенатах 4-ю часть данной игры на дисках или картриджах никто официально не продавал. Все предоставленные копии игры, что вы видите, были приобретены в магазине Play Asia, главной офис которого расположен в Гонконге. Кстати, если обратить взор на лицензионные издания ранних частей для консоли от Sega, то в настоящий момент ценник, уверен, вас неприятно удивит. 3-я часть вообще стоит невменяемых денег. Вот поэтому, если кому надо пополнить коллекцию, сейчас самое время брать 4-ю часть. Да, и сегодня мы, ко всему прочему, будем еще лишать все эти издания их силдовости. Я не отношусь к тем людям, которые хранят вещи в запечатанном виде и получают удовлетворение только от мысли о владении предметом вожделения и о возможности перепродать свое сокровище в будущем. Разум у меня устроен более примитивно, потому будем вскрывать все 3 издания. Слабонервных просьбу удалиться. Все версии, представленные здесь, мультиязычные, так что пусть вас не смущает японский вариант названия для свеча и плойки, который к тому же на торце коробки написан иероглифами. Вообще, типы изданий по наполнению можно условно разделить на 2 вида – для Азии и для Запада. Для Запада на всех изданиях будет красоваться надпись Streets of Rage 4. Издание для Xbox One включает в себя брелок и мануал а-ля артбук. Западные издания для PS4 и Switch будут обладать теми же плюшками, то есть по наполнению они идентичны, за маленьким нюансом. Издание Streets of Rage 4 для PS4 и Switch имеет двухстороннюю обложку, у Xbox она односторонняя. По артбуку что-то особенно восторженного сказать не могу, в нем изображены раскадровки ударов как основных героев, так и их врагов, просто хорошо, что он есть. Вы давно видели в коробках с играми от современных консолей мануалы или артбуки? Вот и я о том же. Я вообще благодарен, что сам диск не зажопили. Может, кто помнит, были такие издания, как, например, ремастер утиных историй, где в коробочке с полиграфией тупо находился код на скачку. А сейчас ее уже онлайн не скачаешь, кончилась лицензия и все такое. Благо, было тогда и нормальное издание на диске, которое можно хоть сейчас запустить и играть, но я отвлекся. Если вы выбираете издание с надписью Bare Knuckle 4, то внутренние плюшки будут немного другие. Не зря эти издания идут с пометкой Special Edition. Сразу скажу, что для Xbox азиатского варианта не завезли, что, впрочем, логично. У PS4 версии с наружной стороны коробки имеется листовка с описательной частью того, что находится в этом издании, и здоровенный плакат, с одной стороны которого размещены варианты выполнения различных приемов, все на японском, разумеется, а с другой арт, который мы уже могли видеть на обложке. Ценность такого вложения в виде здорового плаката лично для меня сомнительна. На стену такой не повесишь, так как сложен он много раз и видимых изгибов избежать не получится. И все бы ничего с этим плакатом, есть он и есть, плохо что ли, если бы не правило сохранения материи. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. И держа в уме тот факт, что это специальное издание по цене практически равна обычному изданию, по крайней мере это было так на момент моей покупки, это правило в данном случае, к сожалению, работает безотказно. Если открыть сам пластиковый бокс, то внутри мы найдем 2 диска. Один содержит оригинальный саундтрек к игре, а второй саму игру. К сожалению, ни артбука, ни брелка, ни двухсторонней обложки, в отличие от версии для западного рынка, в этом издании нет. Так что, как видите, если для Xbox издание по сути одно, то для PlayStation и Switch они уже различаются своими вариантами, и вы вправе сами выбирать, какое наполнение вам больше по душе. Кстати, простые издания Bare Knuckle 4, которые не Special Edition, я лично не встречал, но возможно они есть.
За содержание самой игры можете не беспокоиться. Если в ранних играх серии из западной версии цензуры вырезались и изменялись некоторые моменты, то для четвертой части, какую именно версию игры вы возьмете на носителе, не важно. Геймплейно они одинаковые. Как я уже упомянул, у Switch'а тоже имеются варианты оформления для Bare Knuckle и Streets of Rage. Рассмотрим азиатскую версию, которая идет также с пометкой Special Edition. Если кто-то соскучился по картонным коробкам от картриджей для Super Nintendo, то вот это шанс заиметь новую игру в чем-то подобном. Внутри наполнение очень похоже на азиатский вариант для PS4. Также есть диск с саундтреком, также есть большой плакат и сама игра. Из-за сомнительной экономии музыкальный CD упакован в прозрачный Jewel Box без какой-либо полиграфии. Я опять же в курсе, что сейчас многим такой диск и вставить некуда, но внутренний эстет желал бы все же менее аскетичного вида. Сам саундтрек вполне себе приличный и ненапряжно слушается в отдельности от самой игры, особенно на фоне крейзанутых композиций из третьей части. Про плакат добавить нечего, он такой же, как и в предыдущем издании. Я в детстве любил завешивать свою комнату подобными артами, и после моего переезда от родителей им пришлось переклеивать обои. И будь тогда у меня подобный плакат по любой из 3 первых частей, я был бы счастлив. Но насколько я понимаю, современные тины не стали бы покупать сегодня игры в физическом исполнении. В целом издание для Switch'а снаружи выглядит довольно симпатично. Только вот когда я вскрыл сам бокс, меня ждало некое разочарование. Внутри стандартной симпатичной свитчевской коробочки нас ждет слепящая всеми оттенками белого пустота и одинокий картридж. Ну камон, ребята из Nintendo, ну хоть как-нибудь внутряшку-то украсить можно было? Здесь западное издание Streets of Rage для Switch'а выглядит как-то даже покрасивее, несмотря на отсутствие картонной коробочки, диска с музыкой и плаката. По содержанию оно такое же, как и версии для Xbox и PS4. Имеется тот же брелок, такой же артбук и двухсторонняя обложка. Когда материал этого ролика уже находился в процессе монтажа, в мои загребущие руки попала версия Streets of Rage для PS4, но та, которая по наполнению почти совпадает с Xbox'овской ранее показанной мною. И чтобы закрыть вопрос с обычными западными изданиями, я быстренько на коленке ее вам продемонстрирую. Как уже говорилось до этого, отличие от Xbox только в наличии двухсторонней обложки, с внутренней стороны которой присутствует альтернативный арт. В остальном все то же самое, сам диск, брелок и артбук. Я писал те издания, которые вы без особых проблем можете купить сейчас, пока они не стали раритетом. Выбор за вами. На самом деле вариантов коллекционок было гораздо больше. Были и со значками, и с более интересными буклетами. Я лишь показал вам наиболее распространенные на рынке в свободной продаже на текущий момент, что можно купить именно в магазинах по первоначальной цене, а не втридорога с рук. Из более редких вещей, наверное, стоит сказать два слова про издание Limited Run. Из того, чем оно цепляет, стоит упомянуть другой артбук, который однозначно красочнее по сравнению с артбуком в других изданиях. Там же есть двухсторонняя обложка с другими артами с обоих сторон, диск с саундтреком и кое-какая дополнительная макулатура. А самое богатое издание, на мой взгляд, это Streets of Rage 4 Signature Edition. Там вы найдете, кроме всего прочего, что мы видели ранее, эксклюзивные открытки, жетон с наименованием игры, повязку на голову, набор значков, саундтрек на 2 дисках, ну и все в таком духе. Единственный минус этого издания, что артбук в нем стандартный, а не как в Limited Run. Ну и самое крутое издание, которого опять же у меня нет, это Limited Run в пластиковом боксе от игр для Sega. И если вы хотите заиметь в свою коллекцию что-то экстраординарное, настоятельно рекомендую именно эту версию. Я узнал о ней только в процессе подготовки выпуска, и покупать еще одну вариацию игры был уже не готов. А что выберете вы, или цифровые версии игр вас вполне устраивают? Пишите, я на связи. До новых встреч!